первый день Рубио должен обратить вспять трусость Блинкена и Пауэра в отношении Азербайджана. Нет никаких сомнений в том, что действия Азербайджана в Нагорном Карабахе равносильны этнической чистке. Об этом на Middle East Forum пишет Майкл Рубин. Майкл Рубин – авторитетный старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, специализирующийся на странах Ближнего Востока, особенно на Иране и Турции. Его карьера включает время в качестве чиновника Пентагона с полевым опытом в Иране, Йемене и Ираке, а также взаимодействие с Талибаном до 11 сентября. Господин Рубин также внес вклад в военное образование, обучая военно-морские силы и подразделения морской пехоты США противодействию региональным конфликтам и терроризму. Его научная работа включает несколько ключевых публикаций, таких как «Танцы с дьяволом» и «Вечный Иран». Рубин получил докторскую и магистерскую степени по истории и степень бакалавра по биологии в Йельском университете. Итак, ниже представлю его полную статью. Всего за 5 дней до того, как азербайджанские войска вторглись в Нагорный Карабах и изгнали его коренное армянское население, насчитывающее 120 тысяч человек, исполняющий обязанности помощника госсекретаря Юрий Ким, заявила Комитету Сената по международным отношениям. Мы не потерпим никаких нападений на народ Нагорного Карабаха. То, что Азербайджан не заплатил реальной цены за свою этническую чистку, напрямую связано с бесхребетностью госсекретаря Энтони Блинкена и амбициями администратора Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр. Никто из них не называет действия Азербайджана этнической чисткой, предпочитая вместо этого такие обтекаемые слова, как депопуляция, часто используемые в страдательном залоге, чтобы избежать любого упоминания об ответственности. Блинкен даже отказывается модифицировать депопуляцию прилагательным «насильственное». Пауэр, которая провела последний месяц своего пребывания в должности в турне с лекциями и давала ревизионистские интервью при выходе, чтобы отполировать свой имидж, также не признает этническую чистку, которая была отмечена ее сроком. Сделать это означало бы подорвать ее бренд и подорвать ее давнее желание быть госсекретарем. Не заблуждайтесь, нет никаких сомнений в том, что действия Азербайджана в Нагорном Карабахе равносильны этнической чистке. Freedom House предоставила, пожалуй, самую авторитетную документацию о том, как Азербайджан вытеснил 1700-летнюю христианскую общину региона и пришла к выводу: действия азербайджанского государства представляют собой этническую чистку. То же самое сделала и Международная ассоциация исследователей геноцида, а также многие христианские группы. В своей статье на Truth Social от 24 октября избранный президент Дональд Трамп осудил вице-президента Камалу Харрис за то, что произошло с армянами во время ее правления. Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 тысяч армян-христиан подверглись ужасающим преследованиям и были насильственно перемещены из Арцаха, заявил он. Мотивы Блинкена, возможно, нечисты, но его отказ признать этническую чистку в Нагорном Карабахе имеет реальные последствия, выходящие за рамки простого проявления эгоизма и трусости. В 2017 году Трамп издал указ номер 13818 о блокировании собственности лиц, ответственных за или являющихся соучастниками серьезных нарушений прав человека. Позже президент Джо Байден продлил действие этого указа. Его целью было устранение пробелов в определении нарушений прав человека и закрытие лазеек в глобальном законе Магнитского. Кроме того, США приняли Конвенцию о геноциде в качестве закона. Хотя представители Азербайджана могут оспаривать применимость к ним раздела 1091, в котором говорится, что положения о подстрекательстве также распространяются на тех, кто находится в Соединенных Штатах и поддерживал насилие и этнические чистки. Причем многие из этих лиц не имеют дипломатического иммунитета. Отрицание Блинкеном этнической чистки в Нагорном Карабахе ради дипломатической простоты сродни восхвалению Аттилы Гунна, убившего миллионы людей, за его усилия по уменьшению переполненности тюрем. К счастью для армянских жертв агрессии Азербайджана, только госсекретарь имеет полномочия определять иностранных должностных лиц, причастных к таким нарушениям прав человека. Закон также требует, чтобы госсекретарь опубликовал отчет,
в котором подробно описывалась коррупция иностранных должностных лиц и их причастность к нарушениям прав человека. Новый госсекретарь США Марко Рубио давно выступает за привнесение моральной ясности во внешнюю политику США. Конечно, он понимает две прописные истины, которые всегда ускользали от Блинкена. Во-первых, внешняя политика США наиболее сильна, когда Госдепартамент калибрует ее в соответствии с реальностью, и, во-вторых, диктаторы интерпретируют неспособность призвать их к ответу как слабость, которую можно использовать. В первый день своего пребывания в должности Рубио должен продемонстрировать это дипломатической службе, когда он назовет произошедшее в Нагорном Карабахе этнической чисткой, а не депопуляцией, или спонтанным постоянным отпуском, или какой-либо другой игрой слов, которую предпочитают Блинкен и Пауэр. Члены Конгресса должны будут затем с нетерпением ждать настоящего отчета к маю 2025 года о том, что произошло и с какими последствиями столкнутся Алиевы. Давайте разберемся, кто такой Марко Рубио. Назначение Марко Рубио на пост государственного секретаря США может серьезно повлиять на политическую обстановку в регионе Южного Кавказа. Это не просто чиновник, а политик с жесткой антивластной позицией, поддерживающий демократию. Он также известен своей открытой поддержкой Армении. Для армян это редкий шанс изменить свое положение в условиях давления со стороны соседних стран. Рубио не раз высказывал критику в адрес Турции и Азербайджана за их агрессивные действия и нарушения международного права. Теперь его слова могут превратиться в конкретные шаги, включая санкции против этих стран. Однако остается вопрос: смогут ли армяне воспользоваться этим моментом? США сейчас ищут надежного союзника в регионе, чтобы ослабить влияние России, Турции и Ирана. Для Армении это шанс стать оплотом демократии и получить доступ к большему финансированию, гуманитарным программам и, возможно, военной поддержке. Но Армения должна показать, что способна справиться с внутренними вызовами, такими как коррупция и медленные реформы. Назначение Рубио – это своего рода испытание для Армении. Удастся ли стране доказать свою ценность как надежного партнера Запада? Или она продолжит оставаться в зависимости от тех, кто годами ослаблял ее государственность? У Армении есть шанс выйти из замкнутого круга, защитить свои интересы и показать, что она способна играть серьезную роль на мировой арене. Но готовы ли армяне к этому вызову? Отметим, что на этом фоне Рубио и Фидан обсудили важность установления мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность установления стабильного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном. Была также подтверждена важность отношений между США и Турцией, роль Турции как ключевого союзника НАТО и общие интересы в регионе. Госсекретарь Рубио подчеркнул необходимость всеобъемлющего переходного периода в Сирии, который гарантирует, что новое правительство не позволит Сирии стать источником международного терроризма и лишит иностранных злоумышленников возможности использовать переходный период в Сирии в своих целях, говорится в сообщении Госдепартамента. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.